В России, как мы знаем, главный человек – это Владимир Путин. В Москве главный человек тоже Владимир Путин, но город оставлен на попечение мэру, который преображает его как хочет. Сергей Собянин руководит Москвой уже целых 16 лет. За это время Россия успела сильно измениться, но с Москвой отдельная история. Собянин вроде как пытается делать из нее хороший для жизни город, но одновременно подмял под себя всю власть в ней, признавая над собой только президента. В сегодняшнем видео вот мы о Собянине и поговорим. Мэр Москвы при любых конфигурациях власти в нашей стране является претендентом на президентское кресло. Юрий Лужков был одним из основных предполагаемых кандидатов в президенты после Ельцина. И мог даже составить конкуренцию Путину на выборах 2000 года. Чтобы с ним справиться, с Лужковым, пришлось длительное время в главной новостной телепрограмме страны, программе «Время», мочить его устами главного ведущего, Доренко. Ну а сам Борис Ельцин – это как раз пример мэра Москвы, который президентом России стал. Называлась эта должность тогда иначе, но суть-то была именно в этом. Ельцин был мэром Москвы перед тем, как стать президентом. Мы уже говорили с вами о том, что в случае, если Владимир Путин каким-то образом окажется в отставке по любым причинам, наиболее вероятный его сменщик – это премьер-министр. Но если говорить о втором наиболее вероятном человеке, то это мэр Москвы. Так кто же у нас сейчас мэр? Откуда он взялся и что с ним происходит сейчас? Об этом мы поговорим, только перед тем, как начнем, напомню. Мы по ссылке в описании собрали способы, как обойти блокировки интернета в России, в том числе и бесплатно. Эту нашу рубрику спонсирует сервис МКАРД. Он выпускает работающие за границей виртуальные карты, которые можно пополнять через СБП и криптовалюты. Ну а если вы ищете хорошо работающий VPN, обратите внимание на VPN Liberty. У него есть автосервер, который позволяет обходить разные типы блокировок за счет автоматического и бесшовного переключения пользователя между разными конфигурациями. Сергей Собянин родом из Ханты-Мансийского национального округа. Сейчас он называется автономным округом. Там он окончил школу, а потом переехал в Кострому, где окончил институт на инженера, а затем перебрался в Челябинск и пошел работать на трубопрокатный завод. Параллельно Собянин работал в местном комсомоле, с которого и началась его карьера чиновника. В 1984 году Челябинский комсомол отправил Собянина в родной Ханты-Мансийский округ в город Когалым. Там Собянин несколько лет работал в городской администрации и к распаду СССР дослужился до своей первой работы мэром. Уже в Новой России Собянин устремился к более высоким постам и в 1994-м избрался в Думу автономного округа, а затем стал ее председателем. На руководящих постах в Сибири Собянин проявил некоторую разносторонность мышления. Дело в том, что Ханты-Мансийский округ – отдельный субъект федерации, но одновременно он входил в Тюменскую область. Будучи спикером Ханты-Мансийской думы и одновременно членом Совфеда, тогда эти должности были совмещены, Собянин топил за полное отделение округа от области и вообще за федерализм с полноценными правами для регионов. Но уже через несколько лет, в начале 2000-х, Собянин пошел на повышение и, избравшись губернатором всей Тюменской области, включающей в себя автономные округа, занялся их подчинением. В частности, что важно, Собянин перенаправил доходы от добычи нефти и газа в областное правительство, а деньги там были огромные. Именно в автономных округах самые богатые нефтяные месторождения. Во второй половине 2000-х Собянин уже работал в Москве. Сначала, во время второго срока Путина, его назначили главой администрации президента. Когда Путин в 2007-м командировал на выборы Дмитрия Медведева, Собянин стал главой Медведевского предвыборного штаба. Ну а после инаугурации Медведева Собянин снова стал главой аппарата при Путине, но теперь уже в правительстве, которое Путин возглавил как премьер. На первый срок мэром Москвы Собянина не избирают, а назначают. На дворе 2010 год, и губернаторских выборов в России нет. Москвой правит Юрий Лужков, бессменный мэр еще со времен перестройки. Однако на горизонте у Лужкова проблемка – нешуточные терки с президентом Медведевым. Лужков даже выступает против того, чтобы Медведев шел на второй президентский срок. Вопросик этот решается буквально росчерком пера. Медведев Лужкова увольняет в связи с утратой доверия. Выдвигает кандидатуру Собянина, а Мосгордума быстренько все это дело одобряет. Так Собянин становится мэром, а Лужков идет на выход. Вообще мэр Москвы – это должность, равнозначная губернатору, глава целого субъекта федерации. Да еще какого? Но прям-таки политикой главы российских регионов давно не занимаются, а выступают скорее как местные управленцы. Ровно в такой роли уже 16 лет работает и Собянин. Мэрство Собянина на какие-то эпохи особо не поделишь, потому что сводится оно к череде проектов разной степени грандиозности.
От Лужкова Собянину досталась Москва, застрявшая в 90-х. Вечно стоящая в пробках, неопрятная, с медленным транспортом и не всегда работающей инфраструктурой, с застрявшим и не развивающимся метро, ну и всеми этими проблемами. Мы все миллион раз шутили, что Москва похорошела при Собянине. Это такой мем, который из избирательной кампании пошел еще 2013 года у него. Но шутки шутками, а город при Собянине действительно стал лучше. Сейчас будет пятиминутка урбанистики. В городе наконец ввели платные парковки, и с тех пор по улицам в центре можно пройти. Какие-то парки сильно прокачали, как парк Горького, какие-то и вовсе построили с нуля, как Зарядье. Развили сеть метро и диаметров, обеспечили выделенные полосы для автобусов. Наблюдаются даже какие-то осторожные попытки строить трамвайную линию. Социальную инфраструктуру, будь то поликлиники, больницы, детские сады или школы, тоже преображают и ремонтируют. Куда ж без этого? Словом, Собянин выполнил самую главную градостроительную задачу – поменял в городе вайб. Раньше территория Москвы была просто частью маршрута из точки А в точку Б. Теперь же находиться в Москве очень даже приятно. Грехов у Собянина тоже, конечно, накопилось предостаточно. Начавшееся при Лужкове уничтожение архитектурного наследия активно продолжается и при Собянине, потому что надо строить новые ЖК. Буквально на днях появилась новость, что в Москве будут сносить историческое здание электрозавода ради очередных высоток. И такое в Москве происходит регулярно. Также в городе целиком сломали огромную троллейбусную сеть, просто потому что мэру захотелось. Хотя так-то для любого современного города такая сеть – важный актив, помогающий перейти на электротранспорт. Знаменитая собянинская плитка выглядит прекрасно ровно одно лето, а уже через год ее нужно ремонтировать. Еще есть огромные шоссе, которых понастроили в черте города на обычных местных улицах, и это очень вредная градостроительная история. Наконец, при Собянине Москва физически увеличилась в 2 раза. К ней присоединили целый кусок Подмосковья. И вот эти территории застраивают одинаковыми кварталами многоэтажек. Где-то в лесу. А еще в собянинской Москве есть тотальная система слежки с распознаванием лиц. Камеры стоят везде, от подъездов до турникетов в метро. И подается это под соусом удобства и цифровизации. Важнейшей частью правления Собянина в Москве остается апокалиптических масштабов пиар. Конечно, во всех регионах губернаторы любят себя хвалить. Но в Москве Собянин вездесущ, и за все хорошее ответственен лично он. Как на федеральном уровне есть фраза «по поручению президента» перед любой хорошей новостью, так и в Москве есть по поручению мэра. Мэр лично сказал построить метро, мэр поручил посадить деревья, мэр своими вот этими вот руками построил для вас поликлинику. Мэр смотрит на граждан с плакатов и с экранов в вагонах метро, из газет и в соцсетях. А когда не смотрят, там крутятся его успехи и достижения. Причем обязательно в гиперболизированной форме. Например, запускают длинный трамвайный маршрут, и это уже московский трамвайный диаметр. Реконструируют железнодорожную станцию, и та становится московским городским вокзалом. Кораблики на Москве-реке, модные и с оплатой по карте «Тройка», это у нас теперь регулярный речной электротранспорт. Ходит этот регулярный транспорт редко, и 2 километра проплывает где-то за час. Но, тем не менее. Общий вердикт насчет мэрства Собянина такой. Все познается в сравнении. Мог бы в Москве быть мэр получше? Да, конечно, мог бы. Но если сравнивать с главами других российских регионов, Собянин мэр неплохой. Сергея Собянина часто причисляют к сообществу технократов в российской власти. Формально этот термин ему, в общем-то, подходит. Мэр 16 лет руководит крупнейшим городом страны и за пределы этой своей задачи особо не выходит. Но при этом от провластной политики Собянин не отстранен. Во-первых, в самой Москве Собянин и есть вся власть. Во-вторых, на федеральном уровне он, конечно же, всеми руками за Путина и за вертикаль. Прям в близкий круг Собянин не входит. Зато уже десятилетия состоит в «Единой России», партию активно продвигает и считается одним из ее лидеров. На нынешних выборах в Госдуму даже «Единая Россия» поставила Собянина 2-м номером в списке. В Госдуму мэр, естественно, не уйдет, но он один из самых узнаваемых и популярных единороссов. И логичный выбор на роль паровоза. Ну, то есть человека, который в список встанет, чтобы за него проголосовали, а в парламент не пойдет. В 2013 году Собянин стал первым единороссом, который в прямой борьбе столкнулся с реальной оппозицией. За год до этого в России, пытаясь успокоить протестное движение, вернули прямые выборы губернаторов. Собянину идея получить всенародную поддержку понравилась, и к лету 2013 года он подал в техническую отставку, чтобы в сентябре прошли выборы мэра Москвы, которые он бы триумфально выиграл. Выборы действительно назначились.
Но случилась загвоздка. На них решил выдвинуться Алексей Навальный. Его участие Собянин мог спокойно предотвратить, потому что выборы вернули, но с нюансом в виде муниципального фильтра. Каждому кандидату нужно было собрать подписи муниципальных депутатов, абсолютное большинство из которых были от «Единой России». Независимые депутаты, которые отдали свою подпись Навальному, были, например, я. Но подписи этих Навальному не хватало. Но случилось непредсказуемое. Собянин реально захотел легитимизации себя как правителя Москвы. Более того, в администрации президента тоже решили Навального допустить. Наберет, мол, свои 5% в главном протестном регионе, и все будет славненько. Так что единороссы дали Навальному подписи, и тот смог зарегистрироваться кандидатом на выборы, стал оппонентом Собянина. Собянин, кстати, пошел самовыдвиженцем. Все-таки в Москве начало десятых клеить себе на лоб логотип «Единой России» было политически нецелесообразно. Навальный же шел от партии «Парнас» Бориса Немцова и Михаила Касьянова. А что было дальше, вы знаете. Штаб Навального провел огромную успешную кампанию в западном стиле, подняв рейтинги кандидатов несколько раз. Кампания Собянина же заключалась в использовании админресурса и исполнении таких вот песен в эфире Авторадио. Все проголосуем. Да, да, да. Лучше на диване. Нет, нет, нет. В общем, в своем кресле Собянин удержался на ниточке от второго тура. Он набрал 51% голосов, а Навальный 27%. Больше такими опасными развлечениями московская мэрия не занималась. В 2018 и 2023 Собянин шел на выборы против скучных, одобренных кандидатов и набирал уже вполне подобающие губернатору-единороссу 70% голосов. Впрочем, в Москве за это время прошли и другие выборы, на которых очень заметно выступила протестная часть москвичей. В 2017-м демократы взяли много мест на муниципальных выборах, а в 2019-м в Мосгордуме появилось аж 20 оппозиционных депутатов из 45. Во всех этих историях я активно участвовал. В то время я много занимался московской политикой, руководил оппозиционными избирательными кампаниями. Но это, наверное, теперь тема скорее для мемуаров, чем для такого ролика. В общем, на Собянине и его контроле над Москвой все эти наши кампании не особо отразились. Московские муниципалитеты давно лишены практически всех прав и денег, а от Мосгордумы Собянину требовалось лишь печати на годовом бюджете и законах, которые ему спокойно обеспечивало, пусть и уменьшившееся, но все же большинство единороссов. Время от времени в Москве случались крупные протесты, а иногда и целые волны протестов, вплоть до столкновений с полицией. Так было в 19-м, когда не пустили кандидатов на выборы в Мосгордуму, и в 21-м, когда посадили Алексея Навального. Но, что интересно, на самих протестах и в дискуссиях вокруг них имя Собянина не особенно часто фигурировало. Даже в либеральной среде все понимали, что Собянин борьбой с оппозицией не занимается и ОМОНом не руководит. Да, Собянину требовалась подконтрольная Мосгордума, и в протестах, мешавших спокойной жизни в современном мегаполисе, приятного для мэра было мало. Но прям-таки лицом режима в глазах москвичей Собянин так и не стал. А когда началась война, Собянину это событие, похоже, не очень понравилось, как и остальным представителям технократов и элит в целом. Поначалу никакого дела с ней он особенно не имел, даже мобилизацию в городе поспешил свернуть. Но тем не менее Москва все-таки главный регион страны, да и негоже мэру столицы не поддерживать спецоперацию. Поэтому в декабре 22-го Собянина все-таки как-то отправили куда-то на оккупированные территории, и он там пообщался с солдатами под камерой. Потом опубликовали фотографии, как мэр-урбанист в военной форме и с гербом Москвы, но без российского флага, кстати, ест бутерброды в окопе с российскими солдатами. Пиар-поддержку войне собянинская Москва тоже оказывает. В начале вторжения по городу расставили светящиеся буквы З, В и О. Огромную Z включили на здании СЭФ на Новом Арбате. По всему городу расклеили рекламу подписания контрактов в идентике городских властей, будто пиарят электробусы. Даже поиск людей для отправки на фронт замаскировали комфортом и цифровизацией. Создали единый призывной пункт со всеми удобствами. Электронная очередь, приветливые люди на входе, кофе-аппараты. Все это, чтобы потом оттуда отправлять людей умирать на войну. Также в лучших традициях глупых жестов в городе появилась площадь ДНР около американского посольства и площадь ЛНР около британского. Донецк и Луганск вообще назначили городами-побратимами Москвы. И теперь московское правительство тратит деньги на помощь им. Помощь контрастная до абсурда. С одной стороны буквально ставят лавочки и строят велодорожки, с другой доставляют туда питьевую воду.
Правление Собянина в Москве можно описать как правление благосклонного диктатора. То есть, вроде как он пытается что-то делать хорошее, но резкими и единоличными решениями. Многие помнят ночь длинных ковшей, когда в Москве за один день снесли все ларьки и маленькие незаконные торговые центры. Собянин тогда говорил, что прикрываться всякими бумажками о собственности не выйдет от желания народа, значит, снести эти ларьки. Стал ли город от этого лучше? Наверное, стал. Но как-то это неправильно, когда один человек может фактически сам взять и просто посносить то, что ему не нравится. Концептуально Собянин от других российских руководителей и чиновников не отличается. Он, конечно, часть вертикали власти. И в Москве построил собственную вертикаль, где решение принимает сам. Москвичам просто не так не повезло, как жителям, например, Петербурга. Потому что у Собянина все-таки было немало правильных решений. Но для мегаполиса размером Москвы, да и мегаполиса поменьше тоже, и любого города серьезных размеров, такая ультраединоличная система не особенно годится. В целом стратегия Собянина – это успокаивать москвичей, чтобы они ничем не возмущались и на власть особо не наезжали. Держите, мол, уважаемые граждане, метро, велодорожки и 10 тысяч на кофе каждый понедельник. Только не рыпайтесь. Прям полностью эта идея не сработала, потому что москвичи до войны регулярно катались по велодорожкам прямо на митинг. Но власти самого Собянина в городе ничего никогда особенно не угрожало. Особенно власть Собянина проявилась в 2020 году, во время пандемии. Именно Москва первой начала бороться с ковидом, закрывать школы и университеты, а позже ввела первый в стране полный карантин. Путин тогда свалил ответственность за борьбу с ковидом именно на губернаторов, а губернаторы смотрели на Собянина, который жесткой рукой остановил целую Москву. В итоге Москва всю весну просидела в осадном положении, а другие регионы старались копировать то, что делал Собянин. Уходить со своего поста или менять работу Собянин не собирается. В Москве раньше было ограничение, что мэром можно быть только 2 срока, но для Собянина переписали устав города, и в 23-м он спокойно заново избрался на 3-й срок. Или даже на 4-й, если считать первым сроком назначения в 2010. И, судя по всему, второй главный человек в Москве, главного человека в России и в Москве вполне устраивает. Никуда выше Собянин будто и не метит, город пиарит, когда надо, про войну высказывается, о сбитых дронах каждый день отчитывается. В общем, в Москве все тихо и в порядке. Но, как я уже и говорил в начале, мэр Москвы – это естественный претендент на пост президента России. И когда дело пойдет к тому, что пост этот соберется освобождаться, за Собяниным нам нужно будет активно наблюдать. До завтра!